Так, друзья, сразу напишите, слышно? У нас всегда звук, камень преткновения. Слышно, так, отлично. Запускаю. Сейчас. Запускаю ТикТок снова. Да ну все, теперь зрада. Не, ну конечно. Куда ж без нее, родимой? Конечно. Так, смотрим новости быстро, сейчас все обсудим. США намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК «Вагнер» на фоне ситуации в России. В Телеграм произошел массовый сбой. Российские СМИ публикуют репортажи о том, как вагнеровцы готовятся к уходу, захваченное ими здание Южного округа в Ростове. Так, да, вагнеровцы покидают Ростов. Гиркин недоволен решением Пригожина, считает, что ничего еще не кончилось. Я тоже так считаю, но я расстроен. Так, мгм. Ничего интересного. Все пишут только про сбой в телеге. Силовики влаштували рейди по будинках вагнерівців, щоб не приєднались до Пригожина. Это было так, это ж, по-моему, час 45, полчаса назад. Телегу гасят не просто так. Если все закончилось, зачем гасить телегу? Так, Россия сохраняет контроль над тактическим ядерным оружием, которое будет размещено в Белоруссии. Это соответствует международным обязательствам, заявил Лавров. Лавров спростував слова Путина про наявність ядерної зброї в Білорусі. Я нічого не понимаю. Мгм. Мгм, мгм. Так, а скажите, я не успел зайти. Кто читал? Правда, что Малер написала, типа, как бы официально, что началось контрнаступление? Э, Да, все пишут «да». Ну, Зеленский, я не полностью, но посмотрел его видеовыступление впервые, наверное, за последние месяца 8. А, Он как бы так разговаривал тоже воодушевленно, вроде бы как. Смотрите, я не верю, что это цирк. Если это цирк и это креатив, то это какая-то просто мега феноменальная ФСБшная операция. Я по-другому сказать не могу. Я не верю в это. То есть, что, возможно, могло быть, что Пригожин согласился на, типа, как бы, быть частью спецоперации, а в конце как бы слил просто своим. В такое я еще могу поверить. Выходной в понедельник в Москве остается в силе. Собянин, мэр Москвы. Но с Ростова вагнеровцы уезжают 100%. Давайте, значит, будем говорить так. Если это реально все сейчас закончилось, то это очень плохая новость для нас. Очень плохая новость для нас. Я так не люблю, это во времена Майдана были такие качели. То поднимается настроение, то резко падает на фоне новостей, на фоне происшедшего, происходящего. Так мое мнение сейчас высказываю. Тепер просто зачистять в Росії всіх, хто не підтримав Путіна. Это, во-первых, однозначно будет. Денис, ты же говорил, что это Не, ну я жду таких комментов. Но я уже это все проходил и видел на других. Если вы не слышите меня сейчас, то мы сейчас сидим и обсуждаем. Я же для этого и вышел в эфир.
Мы же договорились продолжить. Денис, ты же говоришь, часть этой спецоперации. Я рассказываю сейчас свое мнение. Мы сейчас с вами также в режиме лайв все обсуждаем. Я обожаю этих умников без имени, без фамилии, без фотографий, которые все знают опосля. Так, ямы эти, рвы закатывают по новой. Так, так, все, что по ЦРУ, значит в бан. Я говорю, надоело. Да, настроения вообще нет, аналогично. Пишут, что Шойгу задержала ФСО, не верю. Да, у всех, я вижу, у всех испортилось настроение. Ну, конечно, это, друзья, тут какая тема? Как это правильно сказать? Мы все хотим, чтобы наступил мир, победы, потому мы так все реагируем. Воодушевляемся, расстраиваемся. Это нормально. Уголовные дела на Пригожина закрыто. Ну, смотрите, я не знаю. Вообще, просто не знаю. У Малер на ФБ нет сообщения о наступлении. Значит, это все фейк. Я не знаю, зачем это тиражируют. Обычно на ФБ это... Или она где-то в каком-то эфире это сказала. Может, кто-то слышал лично. Я видел только репосты телеграм-каналов, но без первоисточника. Первоисточником является видео выступление или соцсеть, в данном случае официального лица, Резникова, Гани Малер. Ганя. Ганя, которая все знала. Я вам скажу, это только показывает, что все наши с вами надежды, которые мы благодаря этому случаю питали, я вам даже больше скажу. Что теперь скажет Буданов, что теперь скажет Подоляк? Вот это была единственная зацепка, за которую мы с вами могли зацепиться, во что можно было реально верить. И про 91 год, и про все. А теперь что? Я не представляю, что теперь они будут говорить. Я это такое дело. Я предположил, что это выглядело именно так. 1+1 так пише, Малер, ЗСУ. Да, но 1+1, если они ее включили в эфир, то это еще официально тогда. Получается, Лысина Буданова совпадение, я вообще поражаюсь просто. Не знаю. Откуда ты взял, я так решил. Не, Пригожин не перекупил, он богатейший человек и так. Так. Сейчас забаню человека. Наші скажуть, що все попереду. Ну, однозначно. Но что бы это ни было, ситуация очень тонкая. И все сегодня это обсуждают. Один там написал: "Да Денис просто хайпится на ситуации". Нет, я, ведя политический канал, буду сидеть и такой: "Да не, будем делать вид, что ничего не происходит". Ну, те, кто аудитория моя, те, кто со мной, те со мной и останутся. Так, пишут, "Телеграм уже работает". Какое ваше предположение, почему наступил? В том-то и дело, что когда все началось, у меня было предположение только одно. Общая такая спецоперация, куда втянули Пригожина. Теперь обратный ход, я вообще не знаю, что думать. Может быть, все, может быть, все. Не, это не репетиция. Если это по-настоящему была пригожинская как бы инициатива без договорняка предварительно с Кремлем, то вы что? Ну, не зря же говорят, что Пригожина лучше, чем Путина охраняют. Путина вывезли на Валдай, ГУР украинский говорит. Денис, может это быть связано с ГЭС? Вообще не вижу связи. Так.
Второго такого шанса у Пригожина не будет. Если это было искренне все, как мы с вами думаем, вернее, как я думаю, вы как считаете нужным, то точно второго шанса не будет. Интересно будет послушать официальных лиц теперь с Америки. Завтра увидим развязку, да, да. Возможно, уже развязка произошла, если это можно так назвать. Если это клоунада, то кому это выгодно? Только России. Если это была клоунада, ну это какая-то мега талантливая клоунада, только России. Друзья, давайте чуть продвинем стрим. Поставьте, пожалуйста, лайки, кто на стриме. Кто в ТикТоке, отвечаю на вопросы из Ютуба. Переходите туда. Это мог быть спектакль для того, чтобы объявить мобилизацию. Объявить мобилизацию для такого человека, как Путин, вообще ничего не стоит и без этого. Они могли любые новости представить, что ЗСУ их там или там проатаковало, какой ужас, люди, вставай, страна огромная. Мы же это все это классика, это все мелочи для него. Здесь что-то гораздо серьезнее. Но тут какой момент? Я не знаю, можно ли это назвать положительным. Был некий информационный застой. Ну, ГЭС — это горе. Я имею в виду в плане военном, некий информационный застой. Сейчас, если действительно Малер такое сказала, что они начали контрнаступление наши, то, ну, оттуда пойдут новости. Затем за этим будем следить, за тем, что там происходит. Пригожина ждет новичок. В том случае, если это была его инициатива, то да. Я ж к этому веду. Но вы постоянно говорите, что во Франции произойдет бунт через несколько лет. Можете объяснить почему? Да, уже объяснял. Политика Макрона и этнические особенности религиозные, оно все ведет там к краху. И это очень легко как бы воспламеняющаяся страна в плане бунтов, уличных всяких этих дел. Написала по всему фронту наступления. Малер, не хочу просто во время стрима этим заниматься. Однозначно від нас щось замовчують. Ні, так від нас все замовчують. І завжди. Зачем тогда Пригожин раскрывал суть войны с Украиной? Так в этом и пытаемся разобраться, насколько возможно. Могли сделать шоу, чтобы вытянуть ЗСУ на линию фронта. Ну, нереальное шоу какое-то получилось, честно. У меня за все время этого шоу, если так называть, не было секунды в том, что это, ну, я ни разу не подумал, что это фейк, настолько правдоподобно выглядело. У меня, знаете, похоже, с чем ощущение? Когда в Беларуси была заваруха, я сначала был таким скептиком, ну таким скептиком, потом я уже видел, когда полные улицы людей, ну какая-то надежда зародилась. Я всегда был скептиком по поводу Беларуси и России. Я говорил, там это навсегда. Про Чаплыгу меня не спрашивайте. У меня здесь канал для здравых людей, здравый смысл, а сумасшедших алкашей мы здесь не обсуждаем и шизиков. Значит, вот тогда, когда Беларусь чуть-чуть не дожала. Кстати, хорошая параллель, сейчас об этом тоже в контексте поговорим. Я тоже так расстроился, похожие были ощущения, как сейчас. И я убежден, что тогда это все разыграл на самом деле Путин. Потому что если бы это Америка делала или поддерживала, она бы дожала. А тогда это все сделал Путин, чтобы просто-напросто Лукашенку показать, что ты в любой момент можешь перестать быть президентом. И давай-ка иди ко мне. Может быть, там были разговоры, он упирался, Путин ему показал его место. И Лукашенко дрогнул, в отличие от того же Такаева. Даже Панасенков поверил. Ну, конечно. Ну, он-то вообще историк, и он такие моменты должен гораздо более тонко, чем я, чувствовать. Пишут, ЗС в опасности точно. Друзья, ЗС и было в опасности. ЗС и было в опасности. Когда ты имеешь дело с таким, как Россия, оно всегда в опасности. Все.
Катя Н., спасибо. Это была провокация для НАТО. А НАТО при чём? НАТО ж не воюет. И новостей никаких. Мгм. Может, показывают, какой слабый Путин, чтобы Украину принудить на прекращение огня? А где связь? Не понял. Почему переговорщиком вышел Лукашенко? Ну, это же нам так сообщают. Да чё, вполне логично. Путин с ним не взошел поговорить лично с Пригожиным. Делегировал Лукашенко. Тут как раз все логично. Не, рекорд по онлайну был у нас днем. 5200, ну, 5160, что-то такое. Сейчас 4358. Друзья, нам нужны лайки, чтобы продвинуть стрим. Прям все должны поставить лайк, тогда дело пойдет. Самую большую шумиху подняла Украина и Россия. Мутная информационная игра. Не, самую большую шумиху подняла Украина и Россия, потому что мы воюем между собой. Это касается Украины и России напрямую. Кому же еще поднимать шумиху? Я вам сказал, в Америке писали, но так, чтобы ярко, это не освещали. Даже близко. То есть, ну, вот там такое происходит. Очень так в ленивом стиле. Так, телеграм-каналы публикуют найденные при обыске вещи Пригожина. Паспорта разные там. Вагнерівці готуються до відходу з центра Ростову. Загони вагнерівців готуються до відходу з центру Ростову, сідають у машини, передає кореспондент від штабу Південного військового округу. Пацани, завантажуємося, їдемо додому, каже один з найманців. Но Воронеж же тоже захвачен. С Ростова уходит, а Воронеж? Выгодное предложение Пригожину можно сделать только не с точки зрения денег. Он миллиардер. Но в какую надо себя ставить опасность, как дальше Путину с ним взаимодействовать? Путин это ГБшник, он такого не будет прощать. Может ли Пригожин пойти на Москву ночью, например? Сомневаюсь уже теперь. Я не могу сказать на 100%, что это конец истории. Нет, но я думаю, на 90%, на 98-99, да. В ТГ-канале Пригожина написано, что ничего не... Это не официальный ТГ-канал. На завтра вообще-то стрим планировался. Ну, конечно, под совсем другие темы. Мы в основном с вами о внутренних делах говорим, потому что нас всех Украина интересует. Сейчас исключение. Думаю, что это была постановка, чтобы выявить сторонников настоящего возможного путча, когда Ельцин такое сделал перед настоящим путчем. Может быть и такое, да. Скоро будет заморозка войны. Заморозка, именно заморозить конфликт невыгодно Украине. Я никогда не выступал за заморозку. Так. Лукашенко та Путін провели телефонну розмову. Російський диктатор подякував білоруському за переговори з керівництвом ЧВК «Вагнер». Теперь мем дня — кадыровцы в пробке. Ну да. Но главное просто понимаете, как вскрылась Собчак. Она же рассказывает всем, какая она такая-сякая, а она оказалась тем, кем я всегда ее считал, поддержав Путина сегодня. С Дениса заметили, что слишком долго Дон ехал к Ростову и перестрелок так и не было. Похоже, переговоры шли еще днем. Ну, шли весь день. Просто четко везде написали, ну, понятно, что это информационная война, все, чтобы Пригожин отказался. Причем пригожинские источники. Так, появляется видео, как везде обратно асфальтируют дороги, которые они разрыли.
Многие не понимают, что Пригожин и Вагнер против Шойгу и Герасимова, но не против Путина. Так не может быть. Так не может быть. Это как быть против Ермака и не быть за Зеленского. А кто назначал Ермака? Вернее, быть за Зеленского. Типа Ермак плохой, Зеленский хороший. Ну так, кстати, многие люди думают, ну это смешно просто. Денис, вы когда-то говорили, что один из главных показателей — это самолеты и пространство. 24 февраля у нас сразу все остановили, а у них Москва ни один аэропорт не закрыла. Я ночью по киевскому времени, у меня была не ночь, понятно, я читал, что над Москвой закрыли воздушное пространство. Я вообще вчера написал, это ж все хранится в телеграм-канале у себя. Кто не подписан, подписывайтесь. Я поверю в это только когда речь зайдет о Москве. И когда уже сказали, что Москва закрывается, я только тогда начал всерьез это все воспринимать. Я понимал, что без Москвы это все может быть пустая болтовня. Пишут: "Тоже не разделяю восторг от Панасенкова". А кому вы это пишете? Я фанат Панасенкова. Как личности, как историка. Зараз Пригожин выскочит с другого боку. Хотелось бы, но не будет этого. То, что вы там публикуете Пригожина, это неофициальные источники. Люди, ну уже на моем канале вы должны уже были понимать такие вещи. Это для вас же нужно. Как Собчак поддержала Путина, процитируйте, пожалуйста. С этого телефона у меня ведется трансляция сейчас на ТикТок, не смогу. Чтобы ввести военное положение или мобилизацию, достаточно уже всего происшедшего, и можно это инициировать гораздо все дешевле, проще, за 3 секунды. Что-то рвануть у себя и сказать: "Вот смотрите, что творит Украина". Все, я только что это рассказывал. Так. Итак, сегодня вечером появилась новость от Лукашенко о том, что он договорился с Пригожиным прекратить мятеж. Он сказал, что по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения Вагнера на территории России. На данный момент на столе абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер», заявляется от имени Лукашенко. Позже с заявлением выступил Пригожин. Он ничего не сказал про переговоры с Лукашенко, но подтвердил, что мятеж остановлен и мятежники уходят в тыловые лагеря. Как видим, Пригожин не упомянул о том, что российские власти готовы выполнить его условия, убрать Шойгу и Герасимова или же оставить ЧВК как отдельную структуру. Он сказал, что просто уходит туда, откуда пришли. Поэтому есть несколько вариантов. Что это означает? Первый — это чистая капитуляция Пригожина, который, столкнувшись с отсутствием поддержки мятежа внутри РФ и при не очень понятных военных перспективах, случаев перехода на его сторону воинских частей зафиксировано не было, а своих сил явно недостаточно, да и настроения среди самих вагнеровцев были, судя по поступавшей информации, очень неоднозначны. Был вынужден пойти на попятный в обмен на гарантии безопасности своей и вагнеровцев. Путину это тоже было выгодно, так как мятеж подавляли без применения силы. Но это я вам зачитываю Левочкина СМИ, это надо так, осторожно. Так, второй вариант — это компромисс. Путин тоже имел проблемы, ему нужно было откуда-то взять крупные военные силы, чтобы остановить мятежную армию, а их под рукой не было. Поэтому он также мог пойти на какие-то уступки, и в таком случае Пригожин или те, кто за ним стоит, могут что-то получить взамен помимо гарантий безопасности. Третий вариант — компромисс, но временный. В более глобальном плане Пригожинский мятеж повышает вероятность согласия Путина на заморозку войны, если с этим будут согласны Украина и Запад, так как события последних 2 дней показали, что у Кремля есть серьезные проблемы внутри страны, которые сподручнее решать, не ведя полномасштабных боевых действий на внешних фронтах. Ну, это такое умозаключение чьи-то. Но сейчас надо читать все. То, что Шойгу задержан в ФСО, это все слухи, и не более того. Чи це ІПСО щодо Байдена та Конгресу США? Не знаю, о чем речь. Виходить, Пригожин сам реально вирішив піти на Москву і сам передумав, і його ніхто не завербував. Я в такое вообще не представляю, как в такое можно верить. Серьезно, это ж Россия.
Как вариант, Пригожину могли пригрозить ядерным ударом в случае, если бы... Так а как ядерным ударом? Если ядерный удар — это же не квадратный метр. Что, по своей территории бить? Или что? Сейчас посмотрим на реакцию всех этих партизанских движений, что они будут говорить. Мгм. Так, новым спонсорам спасибо. Щось має відбутися серйозне, бо дуже круто відвернули увагу. Так, в Липецкой области уже отменяют там чрезвычайные режимы, все остальное. Мгм. Да, стримы будут сохранены, все стримы сохраняются, независимо ни от чего. Как стать спонсором канала? Сверху в закрепленном комментарии ссылка под каждым видео и ссылка на главной странице канала. Но для тех, кто пользуется айфонами, с приложения вы это не сделаете, только или с браузера, или с компьютера. Путин все равно ему не простит, сейчас будет закручивать Пригожину гайки, искать виновных. То он его ликвидировать только может. Ну, захочет такой ситуации. Я же говорю, это ФСБ. Денис, просто Путин предложил ему больше, чем США. Да нет. Как бесславно все сдулось, жаль, да. Не день, а дурдом. Як в цьому всьому розібратись? Пытаемся. Как-то все не вяжется, слишком много противоречащих факторов. Пригожин ушел, будучи в выгодной позиции, слишком активно показывал, как Вагнер уходит и дороги закатывают. 100%. То, что не вяжется, 100%. Про Панасенкова мое к нему положительное отношение, но шарлатанскую историческую литературу это я писал. Подозреваю, что могу быть замучен. Нет, шарлатанского ничего там нету у него. Как это шарлатанское? Он как раз историю трактует по-настоящему, и Солонин тоже. Я считаю, что мы упускаем из виду Эрдогана, он начал вписываться, и Лукашенко у него. Нет, 4900 зрителей не рекорд. Рекорд сегодня был 5160 или 5, короче, 5200. Если сейчас поставите много лайков, мы сейчас побьем рекорд, уже 5114 человек. Те, кто в ТикТоке, хотите ответы на вопрос, ссылка в шапке профиля на YouTube. Переходите на YouTube с ТикТока. Но Путин унижен. В том-то и дело, что выглядит униженным. Так, новым спонсорам спасибо. Так что с Пригожиным? Ничего, говорит, что тыловые лагеря возвращаются. Вообще многие не знают, я уже рассказывал, но людей-то больше. Смотрите, значит, Пригожин является фронтменом и спонсором ЧВК «Вагнер». Настоящим, я рассказывал это месяца 2 назад, настоящий, как бы сказать правильно, командир ЧВК «Вагнер» и идеолог — это Уткин, есть такой. Он родом с Украины, его мама, по-моему, либо в Кировоградской, либо в Сумской области живет до сих пор. Я об этом говорил недавно. То есть Пригожин — это спонсор, это фронтмен, это как бы человеческое лицо, если можно так сказать. Потому что там этот Уткин, если вы его лицо увидите, его татуировки, вы сразу все поймете. Ну, многие знають, це я так, на всякий случай. Треба визнати, що Лукашенко ще той контрацептив, і тут, і там, і завжди у виграші. Так ми на первом стриме сьогодні, это уже второй стрим за сегодня, продолжение. Мы на пару часов прервались отдохнуть и перекусить. Конечно, это Лукашенко всегда такой был, всегда такой был. Но свою позицию он обозначил 100%, все. Для меня это давно уже пропащий человек. Но не белорусский народ. Я всегда разделяю, вы знаете. А Уткин никогда не выступает.
Путлер сегодня спрыгнул с самой опасной ситуации за всю историю управления. Да, да. Но получается, что и он тогда гениальный актер, так как он сегодня выступал, было явно видно, что он нервничает. Ну, когда-то правду, может, и узнаем. Мне не верится, что вагнеровцам дадут просто так уйти после такого унижения Путина. Да, просто понимаете, если это цирк, то это должен был быть, ну, я имею в виду цирк, договорняк, изначально сценарий Путина, Пригожина, короче, внутри РФ, там, спецслужб. Они же этой ситуации реально унизили Путина. То есть сначала они рассказывали, что они вторая армия мира, пошли на нас, получили по зубам, все увидели, что они не настолько сильны, мягко говоря, сколько рассказывали всю жизнь, можно сказать. Теперь у нас там все ФСБ схвачено, у нас там вообще ничего никто не пикнет. Бабах, показали, что можно до Кремля дойти. По сути дела, за сутки. За сутки. Менее чем за сутки. И что? То есть смысл в этом какой? Если Путин уйти на такой репутационный риск, он же в глазах России слабым показался. Показали, что он сразу свалил куда-то. Эти кремлевские начали убегать. Билеты расти. То есть некая паника. Это должно для чего-то такого масштабного было быть сделано. Смысл я не вижу. То, что пишут выманить ВСУ на контрнаступление, да есть другие способы это сделать. Можно было просто сказать вагнеровцам, что так как он не раз уже выступал, Пригожин, все, мы уезжаем, нам идут боеприпасы, до свидания. Он же пугал как-то, помните, то есть 25 мая я уйду, что-то он рассказывал. Так, нет, рекорд не побили, я не видел, поставьте лайки. 5171 человек. В режиме онлайн я не знаю, у кого сейчас больше в украинском ютубе. Если знаете, напишите. Кто сейчас ведет стрим в эту минуту и у кого больше зрителей. Так. Самое интересное, что офис президента теперь будет говорить. И Буданов, и офис президента. Конечно, интересно. Конечно, интересно. Про какой отпуск в Крыму, что теперь сейчас будет рассказывать Подоляк. То, почему всегда я вас призывал думать своей головой, почему я такое эмоциональное видео последнее выпустил. Сказки эти все. Вечерняя Москва, БТР и машины Росгвардии покидают блокпосты, убывают в места постоянной дислокации. Я начинаю переживать больше за ночь сегодня в Украине. Шевцов было 40. Так, Гончаренко 7, не, ну слышите, народный депутат, который с телека не вылазит, понятное дело. Бутусов, Гончаренко. Да, по ним все понятно. Да. Вот я, знаете, всегда поражался. А зачем слушать Гончаренко, что он может рассказать? Что этот человек может рассказать? Это просто шок, просто шок. Человек, который с 16 лет в политике, ничем в жизни не занимался, кроме трепать языком, менять партии, позиции и все что угодно. Никогда ничего идеологического не сказал. Э, Ну, боже, это бездарно просто все. Как это можно всерьез сидеть и слушать? Я просто в шоке. Операция НАТО с Америкой вместе с Причем здесь НАТО вообще? Пригожин мог войти в историю как личность века, а вошел как сыкло и ради чего? Да. Это была постанова, чтобы вычислить крыс в медиа и во власти. Ну, вот сегодня уже писали такую теорию. Разбираются сами между собой, кошмарить Украину точно будут ночью. Это самое ужасное, наверное. Ну, то, что кошмарить будут, я тоже думаю. Развели нас как котят. А в таких, понимаете, мы же не можем, уже такие новости идут, а мы будем сидеть и до конца быть скептиками. Я же говорю, это все нормально. Все нормально. Путин поблагодарил Лукашенко за проделанную работу, об этом сообщает пресс-служба Лукашенко. Ну, все ясно. Где они взялись на нашу голову? Ну, это мы сами и породили.
Что скажешь сейчас сделать для студента 20 лет, пытаться выезжать? Да, да. Закончится война, захотите- вернетесь. Как тебе Невзоров? Вы знаете, что я считаю его, конечно, человеком интеллектуальным, но я его недолюбливаю за его прошлое. А теперь представьте лица людей, которые купили билеты в Турцию за 200 рублей. Да, но меня они мало волнуют. Так, тут что-то публикует Гиркина сейчас. В общем, это Гиркин пишет. В общем, теперь не было никакого мятежа, был совершен государственный переворот. Завершился он или нет, в скорости, может быть, даже завтра узнаем, пишет Гиркин. У меня знакомый в Москве сейчас, он пишет, что Рублевку сейчас эвакуируют. Ну, откуда он это знает? Так и цены на акции компании РФ впали. Да, и цены упали, и рубль упали. Ну как это? Я не понимаю. При том, что и так у России санкции и все остальное. Не, я в цирк не верю. Я сразу это сказал еще на первом стриме, я не верю в это. Здесь что-то гораздо серьезнее. Для меня самая страшная мысль, если все это затеял Пригожин, это прям нереально тогда. И Запад, наблюдая за всем этим, не дожал эту ситуацию с агентурой, со всем, это вообще да, печаль просто. Печаль. Денис, у меня к вам вопрос. Мне сейчас 17 лет. До начала вступительной кампании осталось 2 недели. Я за границей. Стоит ли ехать домой или нет? Я думаю, что вы сами понимаете, что не стоит. Меня чаплыга не интересует. Не задавайте мне про этого вопросы. У Пригожина є план, чомусь я так думаю. Вы просто понимаете, что до этого все мы, независимо там кто, что, где и как, ненавидя Пригожина, все его слушали, потому что, ну, из-за его позиции. А теперь? Он теперь во всех глазах всех клоун, которого можно не слушать, который почти дошел до Кремля и развернулся. Смысл его слушать? Пишут, настроение ни к черту. Да, теперь, друзья, официальный рекорд на стримах. 5242 человека. Я вам благодарен, поставьте, пожалуйста, лайки. И 1000 нас смотрит еще в ТикТоке, то есть 6200 человек в совокупности. Но тем, кто в ТикТоке, спасибо за то, что смотрите. Все-таки прошу перейти в YouTube. Я тогда буду читать ваши вопросы. Чаплыгу даже на Исландии. А у меня Исландия это еще хуже Чаплыги, чтобы вы знали. Это еще хуже Чаплыги. Потому что это Чаплыга, он там сумасшедший, гонит свое что-то. Там на Медведчука, правда, подрабатывал. Но то, что делает Исландия, это прям дно. Дно. Это медиапритон. То есть ниже этого уже ничего не может быть. Денис, как вы думаете, кто будет вместо Шойгу? А Шойгу на позиции. И мне, в принципе, все равно. Чаплыга метить президенти. В президенти дурдома может только метить он. Мгм. Кстати, Пригожин еврей, почитайте его био. Да вы меня просто мега просветили. Я не знал, вы меня глаза сейчас просто открыли. У ТСН 2400 на стриме, пишут. Так. Во всех новостях затишье. Да, я ж параллельно вот в ленте. Мы ж когда экстренные стримы, мы будем в таком режиме дальше работать, независимо там, какие будут события. Я ж стримов 5 подряд последних все время вам говорил: "Друзья, скоро будут события, мы будем в таком режиме".
Денис, расскажите подробнее, почему Пригожин не мог сам решиться пойти на Кремль? Кто тогда мог помогать Цезарю или Наполеону или другим личностям? Тогда были другие времена, тогда все строилось на идее, даже у шизиков, допустим. А сейчас чуть-чуть другие времена. Я до сих пор не верю, что он сам мог решиться. Як відноситесь до латиніни? Не люблю ее. В молодости она давала жару, а сейчас это такое все банальное, неинтересное, бесперспективное. Ну, вообще, я вообще это не понимаю всего. Ну, то есть это не журналистика, это не журналистика. Сейчас вообще журналистика, надо уже забыть всем про старый формат. Уже это все не работает. То, что мы делаем сейчас, это все заменяет журналистику. И это может делать каждый. Каждый. Так, как относитесь к Маркусу? Я не буду это комментировать. 5300 даже только что было. Не получилось с переворотом, значит, война надолго, пишут. Похоже на то. Ну как надолго? До Трампа. Так. Никаких новостей новых. Никаких. Вагнеровские каналы недовольны Пригожиным. Да, так я же говорю, это вообще, это такой риск для всех сторон. Все сейчас знаете, как думали? По-моему, и Ходорковский писал. Итог только один. Или смерть Пригожина, или свержение Путина. Джарик, вы можете сразу выходить, просто чтобы я вас не забанил. Вы такую пишете на букву Х? Где пропал Мирай, меня не интересует. Меня сепаратисты, подонки, совковые негодяи не интересуют. Хватит мне задавать вопросы про вот этих всех. Ми думали, він ва-банк пішов, а він поставив на зеро. Вот это точно. Денис, вы верите в то, что Росгвардия дала пройти колонии военной техники почти 800 километров по всем федеральным трассам? Были перестрелки. Вообще очень... А после все могут быть умными. Надо быть умным как бы, в процессе. А Польша ведь привела армию в боевую готовность. Факт. Так. 5358 человек на стриме и 1500 в ТикТоке. На 7000. Мгм. И олигархи улетели. Ну а как же? Денис, но вы вот что-то верите. Я верю, что что-то сорвалось, то, что задумывалось совершенно другое. Это пока то, что у меня в голове сидит. Таракан, возможно, пообещал вступить в войну. С чего вы это взяли? Возможно, у вагнеровцы потеряли свое влияние, перспективу, и была угроза их расформированию и концу Пригожина. И он пошел на отчаянный шаг, чтобы выбить все какие-то гарантии. Ну, так он тогда просто не жилец в любом случае. Гіркін пише, що Шойгу все-таки відсторонили. Все виглядає так, наче Пригожин пішов на Москву з цілею змінити керівництво Міноборони. Невже все так просто, і всі ці збиті вертушки і т.д. пробачать? Ну, это самый страх не в вертушках. Он показал слабость Путина и России внутри. Вот что самое для России страшное в этой ситуации. Но после этого будут сделаны выводы. Понимаете? То есть я вижу в этом больше негатива для нас, честно. Ладно, там настроение, оно там пройдет день, улучшится там или, ну... Вообще самое страшное в этом всем люди, которые либо хотят вернуться в Украину, либо сейчас в Украине, потому что все что-то ждут, все на что-то надеются. Сейчас, подождите, надо забанить парочку ненормальных. Да, 5400 было. Да, плакаты Пригожина обратно наклеят, вопрос, это точно.
Да, зэков выпустил, он же ж там, ну, писали, во всяком случае, что в Ростове он выпустил зэков. Теперь вообще как он будет набирать кадры себе? Его уже никто на зону не запустит, то, что он раньше делал. На вертолете сел, собрал зэков, пообещал, загрузились, поехали. Какой ужас! Минимально появилась надежда закончить эту войну, и то от кого? От врага. В итоге все равно. Насколько же нас надо было замучить, что ждем помощи от вагнеров? Да, да, я тут с вами полностью согласен. Думаю, не нужно спешить с выводами. А мы не спешим, мы рассуждаем. Так, 1600 в ТикТоке. Друзья, кто хочет получить ответ на вопрос, я просто на две платформы не могу разорваться. Переходите в YouTube, ссылка в шапке профиля. И всех прошу везде подписаться. YouTube, TikTok, Telegram обязательно. Ждем инсайдерской информации от западной прессы, тогда будет более понятнее. Это, если будет, то не скоро. Да, 5,4 тысячи было, да, 5400. Спасибо вам, спасибо. Пригожин профессиональный манипулятор, может, он выбьет себе еще больше плюшек. Такой себе спосіб вибити плюшки. Мені здається, що все, що писали в ЗМІ, це якась брехня створення паралельної реальності. Пора и наши ЗСУ направлять на Киев. Не-не-не-не-не-не-не. Дальше даже читать не буду. Этого делать не надо, при всей моей нелюбви к Ермаку и Зеленскому. Спонсорам спасибо. Кого ты видишь президентом, ты так ни разу не сказал. В ситуации на сегодня Залужного, но не в роли военного переворота, а как личности. Военных у власти — это плохая вообще идея. Я снял для этого отдельное видео. И я здесь ни за кого не пропагандирую, не собираюсь. Я другим здесь занят. Мы здесь идеи обсуждаем. Внутренние дела, как должно быть. И все. Разоблачениями, борьбой с коррупцией не занимаюсь, потому что это все уже следствие. Мы о причинах говорим. С теми людьми, которые осознали весь ужас происшедшего, война все оголила. Ну, многие и так понимали, но уже для совсем, кто на бронепоезде, война уже все показала. Вот мы этим заняты. Изменится ситуация внутри страны, изменится и внешне, но все равно для этого нужно закончить войну. Сейчас мы делаем так, чтобы одно другому не мешало. Денис, як ти думаєш, чим ця історія може продовжитись? Так, як я думаю сейчас, ничем не продолжится. Сейчас ждем только новостей с фронта. Все-таки я про эту Ганю Малер до конца не разобрался. Как теперь Буданов будет оправдываться? Буданову не за что оправдываться. Просто как теперь выглядят их сказки? Они официальные лица. Это я здесь могу вещать все, что я захочу, как частное лицо. Они официальные лица. И то несу ответственность перед зрителями. А это официальные лица на высочайших должностях мелят чушь эту. Яке у вас відношення до українського націоналізму? Я проти любого націоналізму. Это в итоге ни к чему не приводит. А для Украины это... А что, Смайлер с начала стрима пропустил? Малер объявил о том, что официально объявила, что Украина пошла в контрнаступление. Ну так пишут все, но я первоисточник не могу найти. Такое чувство, что бы ни происходило, достается только Украине. Все остальные жрут попкорн, а нам десятки ракет и концлагерь. Ну, а от чего должен оправдываться Буданов? Не оправдываться, я же сказал, что не должен он ни за что оправдываться. Это зритель написал. Просто вот эти все сказки про Крым, я буду там летом на пляже, 91 год, к чему это все было? Все это время. Я думал, что вот они знали это. Так, глупости даже не буду зачитывать. Новостей тоже нету. Новостей нет. Пишут, кто-то спамит. Кто спамит, сейчас получит бан.
Написали, что Петин завод в Липецке захватили, Рошен. Может, это троллинг был? Арестович проговорился сейчас у Фейгина. Что он там проговорился? Напишите. Сколько у них там сейчас? Миллион на стриме? Денис, вы думали сделать возможность задавать вам вопрос за донат, который вы 100% зачитаете, дадите ответ? А я и так зачитываю. От спонсоров так, 90% зачитываю чисто технически, то что специально никого не игнорирую. Да, Петрович, точно, перестаньте спамить, я вас прошу, не делайте этого. Чомусь ніяких новин нема, ні від кого, це просто доволі дивно. Согласен. Согласен. Все стороны в проигрыше, так не бывает. Видимо, есть сторона, которая от этого в выгоде. Я думаю, Россия больше в выгоде, чем мы. Так. Вы говорили, что читали статьи о переезде Гитлера в Аргентину. Где их можно почитать? Я не помню, ЦРУ или ФБР. Архивы эти открыла пару лет назад. Прогуглите на английском. У Фейгина Арестович учит брать Москву. Это он может. Путін домовився з США та Англією, тому Пригожин включив задню. Да, нет. Арестович сказал, что Пригожина легитимизировали. Денис, как вы думаете, хочет ли Зеленский уйти? Не хочет. Не хочет. Я думаю, не хочет. Если не пойдет на второй срок, то хотя бы покажет, что он не совсем безнадежный сам для себя. Ну, понятно. Начали раскачивать по каналам стрим Арестовича. Все ясно. Вот так там аудитория и набивается. Друзья, вы думаете, что? Если бы сейчас мой канал, пару топовых телеграм-каналов сделала бы репост, у нас бы с вами тоже 1050 бы сидело. Так что это все такое пустое. Денис, як ви вважаєте, який шанс того, що Пригожина вб'ють найближчим часом? Такі шанси теж є. Что скажете про дискуссию Себастьяновича и Хомяка? Я до конца не смог досмотреть. Романенко — это такое хамло самовлюбленное, которое, ну, они, конечно, не такого низкого уровня, как Исландия, там же вообще маразм, эти хоть какие-то идеи обсуждают. Но Хомяк — это вообще, я его впервые это узнал, это, слушайте, зачем его вообще показывать, кто это такой, что он полезного говорит? Психиатр, которому самому нужно к психиатру, я считаю. Зря Себастьянович просто вообще в таких компаниях появляется. Это вредно. Почему я считаю, что нужно смотреть, с кем ты общаешься? Это когда мы поговорили с Себастьяновичем, все говорили, что это было просто супер. Это чисто по существу. А там сидят, ну, просто практической пользы с этого ноль. Хватит про чаплыгу. Хватит про чаплыгу. Единственное рациональное объяснение происходящему сегодня — Пригожин просто или были угрозы его семье и близким. Но он, когда на такое идет, ты понимаешь, да, что будут угрозы его семье и близким. Я не думаю, что его семья и близкие находятся на территории России. Я как раз думаю, что они где-то в западных странах. Сутність цього цирку можна буде побачити тільки через деякий час. Ви праві. Друзья, ставим лайки. Не забываем про лайки. Ставим лайки. Так, продолжаем. Завтра будет стрим? Планируется. И обложка есть, и темы есть интересные. Наверное, да, поговорим. Не знаю, 2 часа выдержу или нет завтра, но поговорим. Очень много внутренних вопросов. У меня вот такой список есть. Я всю неделю конспектировал, готовился к стриму.
Сегодня же вообще видео планировалось, надо там, короче, не знаю. И очень интересный у меня сорвался запись, подкаста. Не буду говорить с кем, потому что мы запишем. Договорились о подкасте. Интернет у меня дома перестал работать. Потом смотрю в окно, кабель меняют. Весь день не работал интернет, но, правда, и сам человек говорит, это к лучшему, потому что такая жара, мозг плавится, но мы перенесем. Перенесли, думаю, в следующей неделе мы запишем. Очень неожиданный будет гость. Гораздо более неожиданный даже, чем Гайдай для вас. Давайте так, чтобы заинтриговать вас всех. Это человек, которого офис президента лишил гражданства недавно. Я не знаю, куди Вагнер далі. Звідки ж я це можу знати? В течение 2 недель в Украине будут большие проблемы. В Украине проблемы уже в течение 4 лет очень сильные. Вообще 32 года у нас проблемы, но когда пришел Зеленский, это вообще одна большая проблема случилась. Коломойского не лишили гражданства. Активність аудиторії на Facebook аномально низька, помийка як ніяк. Facebook это точно, что помойка. Просто конкретная помойка. Почему я, ну, и не активничаю, я там только делаю репосты на линки на видео. Это все не то. Когда соцсеть перестает тебя продвигать органически, показывать твои, как бы то, что ты делаешь другим людям, то есть вы представьте, что я бы это все делал, что я делаю в Facebook, я бы никуда не продвинулся. А здесь я пользуюсь успехом за год. Вот и все. Гайдай був неприємною несподіванкою. Друзья, смотрите, хорошо, что вы это написали. Я пригласил человека. Себастьянович, это его бизнес-партнер, я попросил, он посодействовал. Я сел, поговорил, не перебивал. Хотя в какие-то моменты меня просто вот так выкручивало. Но я приглашаю для того, чтобы человек высказался. Вы рассудили, вы сделали выводы. Все. Тут психовать ничего не надо. Будут для вас неприятные подкасты, наверное, какие-то мои видео. Сладко может быть только у Арестовича, я вам так скажу. И то, сейчас уже он правду начал говорить. Мария Подобюк. Каким Романом Реведжуком? Антисемитом законченным, негодяем я буду делать подкаст или его гражданство лишили? Вы как где-то в погребе, честное слово. Если вам нравятся антисемиты, то выйдите с моего канала, это я всем говорю. Я не гонюсь за просто дешевой какой-то популярностью. Думаю, дело рук Путина, имея искаженное мышление, он думал, что якобы объединит народ, показать непоколебимого лидера при такой ситуации. Значит, если бы он хотел показать непоколебимого лидера, он бы с Москвы не уезжал. Денис, як ти вважаєш, Білорусь щось таке, як в Раші буде чи ні? Только после войны в Украине. Нет, Шапошника приглашать не буду. Это Гладких, да, ну, очередной наемник той помойки, про которую вы упомянули. Зачем он нужен? Со своим жлобским говором, это противно просто. Это такой человек, который умудряется украинский язык испоганить. Есть люди, которые на украинском так разговаривают, ну просто закачаешься, заслушаешься. А когда начинают как он вот так вот молотить языком или как Фарион, вот так вот жичо, вот это, знаете, выкручивать, меня аж коробит. Есть люди, которые просто точно как соловьиное, а есть такое что-то, что просто. Я за Медведчука могу только в бан вас отправить, Одесса. Если хотите, вы сразу напишите, не будем тянуть время. Так, так. Ростовский губернатор предлагает не доверять на слово заявлениям Пригожина о возврате вагнеровцев на позиции. Предлагаем дождаться действий и комментировать их, а не слова. Привела слова Василия Голубева, его пресс-служба. Это то, почему я вначале оставил 2%, что что-то может продолжаться. Но не больше. Если что-то возобновится, я прям так обрадуюсь. Я вам передать не могу. Так, но пока публикуют видео, что все сворачивается. Да. Да.
Да, это был большой облом, это правильно вы написали. Гиркина отстранили. От чего? От телеграм-канала? В ТикТоке сейчас 1000 зрителей. В ТикТоке 1000 зрителей. Я сейчас же второй стрим за день, я не могу быть таким интенсивным, как обычно, чисто физически, поэтому, ну, а в ТикТоке нужно шпилить очень быстро, тогда там будет. Я не знаю, не, Буданов не надіне перуку. Вопрос. Денис, когда проведут метро на Троещину? Нормально? Где вы, Денис? Я здесь. Ку-ку. Друзья, если хотите, можем от темы отходить, задавайте другие вопросы, но только не отходя очень далеко, потому что завтра придется провести стрим, будем там говорить о таких делах. Сейчас давайте еще минут 20 подождем новости в целом. В Україні вироблятимуть машини для розмінування. Война началась в феврале 22 года. Укроборонпром получает бабки с бюджета все годы независимости Украины, когда его там создали. Конец июня 23 года Украина вироблятиме машины для разминування, которые технически, это просто никакого там не надо гения инженерной мысли, чтобы сделать. Ну все. Кремлевские телеграм-каналы начали поливать грязью Пригожина и сливать на него компроматы. Так что, с вербовкой Пригожина просто выдумка из головы? Что значит выдумка из головы? Это моя версия, которую я выдвинул. Что значит выдумка из головы? Так. Не, про Уткина особо ничего не могу рассказать. Крайне неприятный тип. Но оно и логично. Ниже этого только может быть Мазурашу, это точно. Прокоментуйте збір на розмінування територій. Это коллапс госаппарата. Когда люди уже на такое должны, это коллапс госаппарата. Пока на местах пилится, барабаны закупаются, стадионы по 3 миллиона долларов в селах типа строятся, и все такое прочее, и каски в 4 дорого, яйца, яблоки, резника и все остальное, а люди должны сбрасываться. Я сделал пост, а волонтеры при этом молчат. Если вы собираетесь со всей страны в поте лица, собрали, допустим, ничего не украли, допустим, конечно же, передали по назначению. Пришел чиновник, забрал и ворует. Ты не хочешь ему сказать, слышишь, я тут бабки собираю? А они вот так в обнимку все фотографируются с улыбочкой. Это честно? Люди просто занимаются политикой, и все. На вашем горбу заходят вы. Поэтому я призываю помогать адресно. Знакомый воюет, ему помогли. Точно знаете кого-то, помогли. Через одни руки максимум, кому вы доверяете. Я так всегда только делал. Даже гуманитарку, когда был Гостомель, Буча, когда я в Киеве был, зная лично того, кто туда едет. Нагрузили, человек поехал. Потому что я рассказывал, я увидел фотографии кое-какого от Кличка депутата, который сразу на этом пиар развел на ящиках. Грузит ящики для людей, которых там ужас был в этой Буче. И вот так вот, чуть ли не под вот таким вот увеличителем фотографируют, чтобы все же видели, что это он грузит. Ну, что это такое? Вероятность такого мятежа вот у нас как оцениваете? А какой смысл его делать у нас и во время войны? Вообще зачем? Я не призываю и оцениваю вероятность как нулевую во время войны. Вы пишете про мятеж, но вы даже не спонсор канала. У нас тут цифровой мятеж, если хотите. И это гораздо более эффективнее. Так, Панасенков написал пост, читаю.
Вы все знаете, что мои прогнозы математически точны. Вот вам источник и метод познания. Здесь не только безупречно выверенная живописная история великой европейской эпохи, но и анатомия России, Российской империи, отношения России и Запада, русской армии, общества. Вы хотите понимать, почему что-то происходит, б, что точно будет, прочитайте. Я не просто так настаиваю на том, что этот, по сути, сборник документов, это он рекламирует свою монографию. Я думал, что-то важное нам сейчас скажет. Ладно. Так. Черновецкого не лишили гражданства. Я еще раз сказал, подкаст с человеком, которого лишили гражданства. Так. Про Лачена говорить, это маленькое мерзкое существо, позорное. Я не хочу о таких людях говорить. По моему мнению, Пригожин совершил большую ошибку. Возможно, вы и правы. Дмитрий, спасибо. Я только отрывки читал монографії Панасенкова. Яке ваше відношення до Коломойського? Що про нього треба знати? Все, що треба знати, ви вже знаєте про нього. Эмоциональный денек выдался, да. Пожалуй, сопоставим, наверное, с первыми днями войны. Только тогда в негативном контексте, сегодня в положительном. Но Ярослав, да, с Медведчуком будет подкаст. Вы с головой ударились больно? Андрей Леник, спасибо. Я уже говорил, на 98-99% это конец пьесы, как вы говорите. Да, слушайте вопрос. Ренат Кузьмина будет в подкасте. Ну, Ренат Кузьмин. Чудак, который всю жизнь работал на Российскую Федерацию в Украине. Я буду с ним делать подкаст. Ну, просто где берутся такие люди, которые могут такое писать? Про Мураева, про вот это. Всю мразь, которую я ненавижу, они мне думают, что я с ним буду. Медведчука написали. Просто нет слов. Високий ризик того, що Пригожин може так само піти на Київ. Да ви здіваєтесь. Они Бахмут не могли взять, на Киев они пойдут. С Лаченом не так все, рекламировать его не буду. Я понял, это троллинг, все. Сейчас я забаню, подождите. Почему я сторонник сразу банить? Видите, дал шанс, человек продолжает писать глупости. Я ж чувствую, когда это делается специально. Как относитесь к Анатолию Анатольевичу и его канал «За интервьюер»? Более бездарного журналиста, у него бы бывали раньше, там, до войны, интересные гости, но так не уметь брать интервью, это, пожалуй, надо уметь. Вот хуже взять интервью, это надо только специально постараться. Ну а сейчас что, лежит одно место власти, чтобы быть в пределе. Такой, знаете, неудавшийся, этот, как его, Комаров. Он мечтал был быть на месте Комарова. День неиспользованных моментов и надежд, да. Что скажешь про Портникова, крыса? Сейчас все украинцы испытывают такое же разочарование после Майданов и выборов. Да, но после выборов, когда выиграл Зеленский, я бы сказал, что наоборот было у всех воодушевление. Не от того, что выиграл Зеленский, а от того, что не выиграл Порошенко второй раз больше. И Зеленский выиграл только благодаря тому, что ненавидели все Порошенко. Так, сейчас, друзья. Продолжаются эти вопросы, сейчас сразу забаню. Новостей нет. Новостей нет.
Цитата от Коломойского в техподдержке. Не понимаю, о чем вы вообще. Какой техподдержки? Мгм. Щас, ботов каких-то нагнали сейчас. Да, все новости вообще угасли в один момент. Зброю витребував, дадуть все. На нас знову. Ото буде. Путин спрытно петляет до Гааги. Да не будет этого никогда. Я на первом стриме сказал, даже если бы Пригожин действительно дошел до конца, я в это не верю. Так, на ТикТоке люди активничают, но ответы на вопросы в Ютубе, друзья. Переходите по ссылке в шапке профиля. А я не знаю, что Романенко там сказал, какой гоп. Он же не отвечает за слова, ему что? Ему можно все что угодно говорить. Так, так, так. Да, друзья, ставим лайки, что-то вы про лайки забыли. Да, вот публикуют на то сообщение, где Пригожин выступил, что он разворачивается, 130 тысяч реакций вот этих как клоун, знаете, отметок клоун. Короче, репутационные потери для Пригожина нереальные, репутационные потери для Путина нереальные. Оба понизили свой авторитет только этой ситуации. Это единственное для нас, ну это слабенькое такое. А посредовательное такое какой-то бонус, ну это все не то. В той ситуации, что сейчас, это вообще не то. Как думаете, что будет, когда отобьем территорию до Да не сможем, слушайте, детский сад. Оце буде хохма, якщо після цього Пригожина назначить головою Міністерства оборони. Ні, такого ніхто ніколи не зробить. Так. Мгм. Як думаєте, що буде, якщо праві прийдуть до влади в Україні? Хто такі праві конкретно, фамілія? Во-первых, это невозможно никогда и ни при каких обстоятельствах в Украине. Ну, допустим, кого вы подразумеваете? Какая роль Лукашенко в усмирении Вагнера? Вы же прекрасно все прочитали, что Лукашенко якобы провел переговоры от имени Путина с ним. Игорь Сошин, это вы кому, уточните? Может, Пригожина уже нет? Нет, есть, есть. Так. Говорят, что 22 июля заморозка войны. Где говорят? Мне это где говорят? Бабки под этим, под подъездом. Где говорят? Біда українців через те, що в головах совок в США найкраща зброя, бо всі військові заводи приватні. Это правда. Вполне вероятно, что Пригожин тупо преследовал свои цели, а-ля амнистия, больше денег и т.д. Ну, риски несопоставимы, я вам скажу. Он и так богатейший человек. Я уже сегодня это повторил 100 тысяч раз. Путин и Пригожин сами не поняли, что произошло. Вот это комментарий сегодняшнего дня, наверное. Ти казав, що Зеленський щось 23 числа буде робити. Що зробив він? Об этом завтра на стрімі.
Ты же заявлял, что он агент завербован, теперь переобулся. Где я переобулся? Конкретно, где я переобулся? Я, так действительно считал. Не агент, а что он участвует в этой операции с Украиной и с США. И на первом стриме, который не будет удален, я это говорил. Где я переобулся? И всегда такие, знаете, подлые комментарии от людей без фотографий, без имени, без фамилии. Вот он сейчас сидит, гордится собой. Это такие же мне писали и про доллар, про 50. Все как один под копирку. Откуда у Пригожина столько бабла? А вы в гугле почитайте. Расходимся, все пропало. Не-не-не-не-не, так не надо. Друзья, ставьте лайки. Кто на ТикТоке, обязательно подпишитесь на канал. И в шапке профиля на YouTube и на Telegram подпишитесь. Это очень важно. Путін готує нове звернення, буде розказувати, що Вагнер це вже не терористи. Посмотрим. Попкорн можно выбрасывать. Я никогда не призывал, кстати, им запасаться. Это на этом некоторые там тикток-пиарщики делают. Так, замначальник Росгвардии ДНР Ходаковский, даже не знаю, кто это, предлагает лишить Евгения Пригожина всех званий героя, врученных ему в РФ, также ЛДНР, ну, понятно. Информационная атака пошла на Пригожина. Ватные комментарии. Где? Покажите, где. Денис, що сьогодні відбулося? Ви з Леросом писали інтерв'ю? Это, наверное, вам что-то приснилось. Чего вы это взяли? Это изначально было нереально с 25 тысячами человек дойти до Москвы. Как это нереально? Это очень реально. Денис, почему игнорируете мои вопросы? Как это отобразится на Украине? Так мы сейчас об этом все время общаемся. Ну как я игнорирую? Мы об этом сейчас разговариваем. И на этот вопрос, что вы задаете, сегодня уже отвечал раз 25. 23:00 будет обращение Путина или Пескова. Так, а сейчас 10:30, да? Я думаю, они опоздают, нет смысла ждать. Извините, немножко не в тему. Хочу задать вопрос по Запорожской АЭС. Возможно ли вернуть и в каком направлении будет развиваться ситуация на АЭС? Пока что это открытая манипуляция. Я не знаю, я не пророк. Не могу вам ответить. Спасибо, что не даете унывать. Это моя задача. А новостей нормальных как не было, ненормальных, а информативных как не было и нет, и не будет, я вам скажу. Нет, прогноза по Одесской области у меня нету. Он такой же, как и по всей Украине. Случиться может все, что угодно. Денис, периодически в ваших комментариях на стримах появляется куча комментариев от всяких конспирологов, ковид-диссидентов и т.д. Как думаете, случайные сумасшедшие или организованные бот-атаки? В основном это случайные сумасшедшие. Не, это не затишье перед бурей, я не думаю. Следующая такая новостная волна уже будет с фронта. Самир Аника, я даже не буду зачитывать и не рекламировать какую-то, не знаю, что, где вы это откопали. Последнее аудио от Пригожина про поход ЧВК, не доходя 200 километров до Москвы, датируется им самим 23 числом. Как это так? Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Я сразу об этом подумал. Почему? Потому что последние сообщения были, что вагнеровцы уже 100 километров от Москвы. Мы заканчивали перед этим стрим сегодня. 100 километров, а тут 200. Я тоже сразу на это обратил внимание. Вы намекаете, что Пригожина уже ликвидировали на это? Так я думаю, для Путина было бы выгодно этим похвастаться.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк разочарован отказом Пригожина от попыток захватить власть в России. Феноменальный выбор Пригожина. Вы почти свели на нет Путина, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг отступаете. Потому что один очень конкретный посредник с сомнительной репутацией Лукашенко обещал гарантии безопасности от Путина, который утром приказал тебя уничтожить. И за тот страх, который путинская элита испытала последние сутки, этот приказ обязательно будет выполнен. Хотя и не без пользы, Пригожин унизил Путина, государство, и показал, что монополии на насилие больше нет. Написал Подоляк в Твиттере. Повторил все то, что я вам сейчас сказал. Капитан Очевидность. Чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. В этой войне у всех, у большинства свои интересы, это нужно принять. Не паникуем, сегодняшний день показал, сценарий может меняться. Да, думаю, что это ну, единственный был шанс. CNN запостили Малер о контрнаступлении. Значит, она, наверное, на 1+1 это сказала. Наблюдаем, наблюдаем. Яким каналам для пошуку достовірної інформації ви довіряєте? Таких каналів немає. Сейчас наступила такая эпоха и такая эра, никто не застрахован ни нарочно запостить фейк или поторопиться. Сейчас такая просто информационная эпоха. Не надо за это никого там как-то, если это не специально, конечно, делается. Русские заявляют, что уже 13 погибших летчиков. Осталось понять, какой торт стоил таких свеч. Да. Где Уткин? Я не знаю, где Уткин. Писали, что он идет на Москву лично возглавлять этот поход. Лукашенко показал, звідки напад готовился Пригожину. В чем смысл этого всего был, как думаете? Не знаю. Мы же над этим рассуждаем постоянно. Нет четкого ответа. Вони цим цирком виявили потенційних повстанців, їх ліквідують. Потім, якщо буде на їх території заколот, то люди будуть боятися повставати. Або занадто довго чекати будуть, бо не будуть вірити в це. Димас, может быть, но лучше уже Залужный. Какой Димас? Может, Уткин продолжает продвижение, а Пригожин отвлекает на себя? Нет. Нет. Куда отвлекает на себя внимание? Это же видно, когда ты куда-то едешь. Блокпосты в Москве ликвидируются. Все. Чи може зараз Вагнер вдарити зі сторони Білорусі? Вообще не понимаю вопрос. Как со стороны Беларуси? Вагнера нет на территории Беларуси. Як оцените реакцию Захода на сегодняшний цирк в России? А они всего лишь публиковали, что они наблюдают за ситуацией. Никаких заявлений не будет и особо не было. Такие стандартные, дипломатические просто. Пишут, что Шайку звільнили, наверное, Шойгу. И всеобщая мобилизация. Не знаю, на заборах пишут. Такое все. Официально объявят, будем обсуждать. Страшно за сегодняшнюю ночь, прошедшая в Днепре, была жесткой. Тут соглашусь. Как по маслу шли. Что Пригожину предложили, что он остановился, 100% гарантии жизни власти. Ну и Шойгу на выход. Все це ігри ФСБ, щоб відволікти увагу про підрив дамби та наслідки потопу ніхто не говорить, за Запорожської АЕС. Ну, детский сад, честное слово. Про эту ГЭС уже смысл России отбеливаться. Собственно, никто толком, кроме Украины, не обвинил. Нет, второй поход Пригожина вряд ли возможен. Я 1% на это оставляю. Так. Ситуация показывает, что Путин договороспособен.
Я никогда не поверю, что это был настолько грамотный ход ФСБ, чтобы поднять русские массы, мол, смотрите, на нас напали уже на нашей территории. Да не, я в такое тоже не верю. Друзья, кто в ТикТоке, подпишитесь на канал и обязательно в шапке профиля на YouTube и на Телеграм. Группировка Альфа Миши Фридмана прогнозировала развитие такой ситуации и приняла меры. Не знаю, о чем вы говорите. Так, пишут про 15 погибших летчиков. Так, так. Денис, в каком районе Киева вы жили? Это не важно, я не буду об этом говорить. Люди Беларуси в шоке, наверное. Да, те же вообще перепуганные. Как вы считаете, насколько возможен переворот власти в Беларуси в ближайшее время? До конца войны невозможен. Ну, не верю в это, так лучше скажу. Переговоры вел Порошенко, Лукашенко, почему не Путин? Путин, ну, показать Путину снизойти до Пригожина, вы сами понимаете. Да, летят только видео про то, что все демонтируется, все баррикады. Нет ни одного видео с заявлениями Пригожина, может, он уже мертв. Все может быть. Коли буде мир в Україні, як думаєте? Не раніше приходу Трампа. Це якщо говорити про зовнішню загрозу. А те, що зараз роблять люди між собою і влада це підігріває, це ще може бути страшніше. Мгм. Надеюсь, они ночью не решили ударить ядерным. Я вас прошу, ну перестаньте. Ну что вы себя нагнетаете и людей? Ну какое это имеет вообще к этому отношение? Як Трамп вплине на мир в Украине? Остановит его. Ролик выпущен на следующей неделе. Остановит войну. Картина смешная, ситуация страшная. Вот это точно, да. Поставьте лайки, друзья. Давайте хоть 4000 лайков сделаем. Люди в Беларуси живут своей жизнью спокойно, гулял по Минску. Ну, если они считают, что это жизнь, то как они живут, на здоров'я. Може, в Москві тотально вимкнули зв'язок, і ми не знаємо, що там насправді відбувається, бо якось все в один момент затихло. Так відео йдуть, що там все розбирають. А я скорее поверю в то, що дійсно Пригожина ліквідували. А якщо виграє Десантіс? Ну, думаю, то же самое, что если выиграет Трамп. Ну, гораздо с меньшей решимостью и вероятностью. Если Десантис по внутренней политике для меня абсолютно понятный персонаж, человек, мне нравится, то по внешней, то, что все я слышал, ну, он много чего не понимает. На мой, конечно, взгляд. Если действительно сегодня Путин еще выступит, вдруг, если, но я слабо в это верю, максимум Песков, а если Путин, то не сейчас, то тогда что-то, может быть, нам прояснится. А если он будет выступать, то это значит что-то для чего-то. Нет, я не верю, что Путин договорился с Америкой. Но как насчет ЦРУ? Они бы довели до конца. Если во втором туре сойдутся Порошенко и Зеленский, то будет дежавю только наоборот. Мгм. Да, Байден не будет президентом. Я не знаю, что ему надо учудить, чтобы быть президентом.
Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, Халдею отдана. Вообще ни слова не понял. Но такое обращение, это вы, наверное, меня с каким-то своим другом перепутали. Вы там с друзьями так общаетесь. Паблики вроде пишут, что сегодня Путин выступит к россиянам. Но вот я не читаю такого, не знаю. Вы вот не первый, кто это пишете, я такого не читал. Если бы я это сейчас прочитал с более-менее источников, то я бы, может быть, дождался бы сейчас этого, послушали бы вместе. А так это, тем более в Украине уже поздно по времени. Денис, сколько вам лет, если не секрет? Никакого секрета, 35. Скажи-ка, дядя, это стих Лермонтова. Хорошо. Просто надо, значит, оформлять по-другому. Это цитата из Бородино Лермонтова. Я уже так на это, потому что вы же знаете, какие персонажи попадаются. Комментарии летят быстро, я не в состоянии так глубоко сразу же нырять. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спали на пожаре. Все, теперь ясно. Теперь ясно. Владимир Міщенко, що ви прочитали? Я тільки що прочитав "Хезячі правда". А що ви прочитали, ви не пишете. Значить, це не була спецоперація США, пишут. Где Liberty News? Или это чисто был пиар на время, пока вы были в Украине, не могли много говорить? Liberty News продан давно, а ваш комментарий, каждый следующий, глупее предыдущего в 1000 раз. Ваш пиар, пока не могли открыто говорить. Я завел канал и в апреле 2022 года. Что в этой голове? Уже не знают, в чем ко мне напасть, обвинить. Это ну просто. Как эти сейфоповцы, честно. Так, друзья, новостей уже нету. Я думаю, надо заканчивать. Поставьте, пожалуйста, лайки перед выходом. Подпишитесь везде. Телеграм важен, YouTube важен. Кто в ТикТоке, подпишитесь, пожалуйста, в ТикТоке. И в шапке профиля на все остальные соцсети. Поверьте, вам это нужно. Так, ТикТок выключаю. Спасибо за внимание. ТикТок вырубил. ТикТок вырубил. Почему уже конец? Ну, потому что конец. Сьогодні міг бути історичний день, конечно. А можно итог дня только подключился. Итог — полнейшее разочарование, полнейшая неопределенность. Хорошего мало. Хорошего мало. Любимого блюда у меня нету. Будет от вас коммент в случае выступления Путина. Да, но в телеграм-канале, поэтому все подпишитесь. Ссылка в закрепленном комментарии. Новым спонсорам спасибо. И старым тоже. Так. Да, разочарование жуткое, жуткое. Уголовное дело в отношении Пригожина прекращено. Песков. Все. На этом можно и заканчивать. Спасибо, друзья. Сегодня тяжело, конечно, было. Часа 4 вещал в совокупности. Спасибо за внимание. Наверное, завтра проведу плановый стрим с темами, которые готовили, про внутренние дела. Если Путин выступит, но я сомневаюсь, обсудим еще и это. Все, спасибо за внимание сегодня. Пока. Не расстраивайтесь, конечно, сильно. Будем наблюдать дальше. Все, пока.